Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами попробуем протестировать порошки. И что мы с вами будем делать? То есть вот я беру прядки, это прядки 7-го уровня. Я беру обычное разведение 6% порошка, обычное разведение порошка 6% 1 к 2. Второе у меня с вами идет, давайте я вам покажу. Здесь у меня, значит, разведение обычного порошка 1 к 2. Здесь у меня разведение порошка 1 к 5 с 12% оксидом. Здесь у меня разведение с 12% оксидом 1 к 5 и плюс еще добавлена маска 1 к 1. Имеется в виду 1 грамм маски тоже. Если, например, 1 грамм порошка, то 1 грамм маски. А вы там уже, если хотите протестировать, то пробуйте, сколько вы там будете добавлять маски. Это из расчета именно порошка. И мы сейчас с вами оставим вот эти вот наши прядки. Я сейчас нанесу все. Оставим с вами на 2 часа и посмотрим качество волос. Так как сейчас у нас очень модно, волосы у меня все натуральные. Это все волосы детские, срезанные с клиентов. Я вам потом еще чуть-чуть покажу, сколько у меня тут есть их кучка. Следующее вот видео запишу вам, как определить цвет. Так что смотрите. И сейчас мы с вами нанесем, оставим на 2 часа и посмотрим, какое качество все-таки будет, какой фон осветления лучше и качество волоса какое будет. Мы с вами хорошо перемешиваем. И очень хорошо мы сейчас с вами намазываем густо. Хвостик оставим, чтобы был виден цвет изначально, какой мы здесь с вами обесцвечивали. Намазываем все. Видите, каким толстым слоем всю прядку промазываем насквозь. Закрываем фольгой. Одна. Дальше у нас с вами 12% идет окислитель. Разведение, как я уже говорила, идет у нас 1 к 5. Сейчас у нас это очень много звучит, но сейчас попробуем, как они у нас работают. Чтобы вам не на людях тестировать, а мы с вами протестируем на прядках. Также хорошо все размазываете. Пропитывайте прядку. Оставляем хвостик, чтобы не было подмены, да? Вот так. Закрываем. И последний у нас с вами 12% с порошком и с маской. Посмотрим, как работает и, естественно, какое качество волос у нас в итоге получится лучше. По классическому разведению, либо все-таки имеет место жить рецепт с 12% оксида. Пахнет, конечно, лучше всего это тот состав, та смесь, которая у нас с маской. И консистенция, конечно, у нее такая очень приятная. Получается кремообразная. Все остальное обычный порошок. Все развели, опять же прячем. Засекаем время и через 2 часа мы посмотрим, какое качество у нас будет. У нас прошел с вами час, и мы можем посмотреть, и даже чуть-чуть давайте подмажем наше обесцвечивание. Здесь у нас классическое разведение идет у нас 1 к 2 с 6% оксидом. Чуть-чуть мы с вами домазали. Там натуральные волосы на уровне семерки были. Так, здесь у меня идет 12% оксид. Домазали. И здесь у нас 12% идет с добавлением маски. Также домазываем.
Чуть-чуть освежаем нашу смесь. Но почему я это сейчас делаю, да? Не потому что мне так хочется, а потому что у нас нет именно тела, да, то есть от тела все-таки идет тепло. Когда мы с вами просто работаем с фольгой, вот так у нас нет фактора тепла, поэтому чуть-чуть я потеребила как бы прядки для того, чтобы кислород снова вошел и реакция запустилась. Так что ждем. Я вам могу сказать, что цвет не особо, особенно с 12%. На мой взгляд, вот здесь вообще заварился, а здесь вроде как процесс у нас в классической смеси идет хорошо. Ну, я могу вам показать все-таки поближе. Сейчас, как мне показать вам? Вот, наверное, будет видно. Видите, цвет уже становится лучше, но еще желтенький. Поэтому обратно сейчас мы с вами уберем. Вот цвет здесь 12%, без добавления маски. Вот смотрите. Здесь, на мой взгляд, он более желтый. Видите, даже с рыжинкой. Обратно сейчас я все здесь упакую. И сейчас мы с маской с вами посмотрим, какой оттенок. Давайте здесь. Ну, с маской, на мой взгляд, немного лучше, но все равно, мне кажется, рыжинка еще присутствует. Вы знаете, когда порошки имеют оттенок голубой или сиреневый, они нейтрализуют чисто зрительно. Когда смываешь, цвет более яркий. Ждем, продолжаем. Еще нам час, и через 2 часа будем смотреть качество и фон осветления. Мы протестировали наши с вами прядки, которые мы обесцвечивали. Сейчас мы мокрые прядки я помыла, как всегда сделала кондиционер, нанесла, да, то есть стабилизировала их. И теперь мы смотрим по качеству, какие волосы. Ну, после кондиционера здесь, конечно, у нас волосы гладенькие, хорошие. Значит, сейчас мы с вами попробуем их на прочность, да, то есть мы с вами должны... Это все детские волосы у нас, я вам говорила, да, здоровые детские некрашенные волосы. И это у нас с вами первый тест. Видите, он совсем не рвется, вообще никак, да. Это у нас с вами 6, оксид, разведенная в пропорции 1 к 2 с порошком, то есть классическое разведение. Так, это первая наша прядка. Вот в мокром виде вы видите, как это выглядит. В сухом я вам сейчас покажу и посмотрим, как лучше осветляется. Следующая прядка у нас с вами. Это был 12% оксид с порошком без маски, просто обычный. Давайте волосик возьмем. Волос у нас здоровый. Видите, ну тоже выдержал. Видите, не рвется. То есть как резинка не тянется. В общем, если первичное окрашивание, то еще, может быть, выдержит волос. И сейчас я вам покажу, как вот у нас выглядит он в мокром виде. Вот фон осветления в мокром виде 12% оксидом. Вот это фон осветления 6% в мокром виде. Это так, чтобы вы просто сравнили, будет ли видна у нас с вами разница. Но я думаю, даже вот так разница видна. Видите? Работа 12%, работа 6%. Вот это вот 12%. Так, и смотрим 12% с маской. Так, сейчас у меня отклеился кусочек, уберем. И 12% с маской. Вот он у нас. Цвет, фон осветления. Вот смотрите какой. Сейчас я вам сравню в мокром виде. И сейчас попробуем по качеству волос. Качество волос. Сейчас возьмем мы с вами прядочку маленькую. И... Угу. Ну, видите, если тот как-то даже пружинил, то этот я даже не могу натянуть. Качество очень хорошее. То есть, видите, вот он даже не кудрявится, да. То есть, вот, в общем, хорошее качество очень волоса. Вот. Здесь качество хорошее. Так, а теперь давайте сравним фон осветления. Сейчас, вот он наш фон осветления. Сейчас я вам сравню его с 6. Фон осветления у нас с вами. С оксидом 6, если 12 и маска. Вот показываю вам фон осветления. Сейчас чуть-чуть вытяну, чтобы одинаково смотрелось. 6 и 12.
Этот шестерка, этот 12. Вот, смотрите, фон осветления у них. Так, и теперь эту шестерку я кладу и сравниваем с фоном осветления 12 без маски. Давайте посмотрим вблизи, есть ли разница. Это у нас без маски, это с маской. Держали 2 часа. У них условия одинаковые. Сейчас я подсушу и покажу вам, как будет выглядеть. Ну вот, мы с вами высушили прядки. И сейчас будем смотреть на фон осветления, который у нас с вами получился. И давайте все-таки определять, как мы будем работать. Первая кисточка, которая идет у меня от вас, слева получается направо. То есть вот здесь вот лево у нас, вот здесь право. Слева направо это 6, это значит 1 к 2 порошок с 6% оксидом. Это у нас порошок с 12% оксидом. Это порошок с 12% оксидом и маской. И, соответственно, давайте смотреть, какой фон осветления у нас с вами получается. Так, и дайте-ка я тоже посмотрю. Ну, вот из того, что я вижу, самый чистый фон осветления у нас с вами один и тот же детский волос был. Это из одной и той же, скажем так, головы, да, то есть одна и та же структура, то есть ничего не подменено. Приблизительно похоже все-таки первый и последний, да, по фону осветления, если у вас плохо передается, они похожи у нас, но фон осветления все-таки с 6%, на мой взгляд, чуть-чуть чище. Но это, знаете, скажем так, незначительно. Это может быть где-то 1/4 тона. Видите, вот если мы с вами натянем, все равно перелив виден. Где-то вот 1/4 тона. Видите? И самое плохое осветление это 12% именно без защиты, без всего. То есть вот эта середина, то есть средний наш цвет, видите, он самый желтый получился. И я думаю, что качество волоса у него все-таки будет достаточно убито, хоть это первичное окрашивание. И вы понимаете, что на первичном окрашивании, может быть, вы и не убьете волос, но вторичное окрашивание точно он не переживет. Поэтому, ну, не знаю, если вы хотите сэкономить порошок, да, то, может быть, можно использовать 1 к 5 с маской. Но я, если честно, не вижу смысла, потому что сюда нужно все равно какие-то загустители добавлять. Любые загустители, они будут либо тормозить осветление. Ну, то есть с маской достаточно получился густой, я согласна с вами. Тоже такой кремообразный, приятный. Но когда в фольге, когда на голове, скорее всего, это будет все стекать, то есть съезжать. Здесь у нас с вами продумано все-таки все, да, и производитель учел и густоту, и все, чтобы у нас хорошо держался порошок, именно когда мы даже в фольге работаем, в закрытых техниках. Но мне вот, по мне, да, то есть экономия здесь вообще не главное. Вот на мой взгляд, я вижу, все равно вот этот фон у меня чище. Как ни крутите, с шестеркой по классике получается осветление лучше. Вот, может быть, вам так будет видно, что все-таки осветление, как сейчас вот у нас модные тенденции, 1 к 5 мы разводим. Нет, я думаю, что я буду работать по классическому рецепту. И если я захочу замедлить реакцию, то я, конечно же, добавлю маску, но я 12% работать все равно не буду. Вот как бы это мой вывод. Результат вы на лицо вот видите. И, соответственно, вам уже самим для себя определять, как мы с вами будем работать. Ну и чтобы знать все какие-то новости, вы можете подписываться на меня, ставьте лайки, конечно же. Переходите на GetCourse, потому что у меня там обучение идет полным ходом. У нас там интересные стрижки, тема каре. И сейчас у нас идет тренинг уже по колористике. Так что уже прошло 2 урока. Если хотите, присоединяйтесь. 23-го будет у нас 3-й урок, и там уже будут спецблонды и, кстати, порошки. Вот эту вот тему, я думаю, что я как раз своим покажу. И они тоже для себя сделают вывод.
Всех я вас люблю и всем пока!